Ох уж этот Counter-Strike 2. В игре стало плохо все. Она слишком яркая, мувмент плохой, стрельба плохая, саптик плохой, карты плохие. Да и снега на картах нет зимой. Мне вот стало интересно, если у CS2 настолько много проблем, то какая из них самая главная? Вы на канале Nevernear, и давайте вместе в этом разберемся. Для того, чтобы понять, куда двигается Counter-Strike, давайте сначала посмотрим, каким выдался прошедший 2025 год для игры Counter-Strike 2. У нас было 3 коллекции скинов, 2 новых кейса, еженедельные миссии, карты из мастерской, мейджор в Остине, брелоки с хайлайтами, поломали все анимации, ремастер Ancient и его ночная версия, терминалы, ретейки, крафт ножей, еще одна упаковка комьюнити карт, 2 коллекции брелоков и мейджор в Будапеште. Казалось бы, год выдался насыщенным, но если немного присмотреться, то кроме косметических предметов, большую часть из которых рисовали фанаты игры, добавили только ретейки и новый вид кейсов. Мне вот стало интересно, а сколько вообще человек занимаются Counter-Strike'ом сейчас? Для ответа на данный вопрос я отправился на карту Багаж, где локацией является аэропорт. Там разработчики игры оставляли стикеры своих родных городов. Таких наклеек на чемоданах на карте всего 25 штук. То есть можно предположить, что на момент 7 февраля 2024 года над игрой работали примерно 25 человек. Так вот вопрос, куда все они делись? Такое ощущение, что над Counter-Strike'ом сейчас работает максимум несколько человек. Я не жалуюсь на отсутствие ивентов, это уже слишком заезженный аргумент. В игре не выходит абсолютно никакого нового и экспериментального контента, кроме косметических предметов. Никаких ивентов, никаких рофл-режимов, а уж тем более кооперативных операций. Античит. Самая большая проблема CS2, по мнению многих игроков, это именно античит, а точнее то, как легко его было обойти в первые 2 года существования игры. Специально для этого видео я связался с разработчиком читов для Counter-Strike. Он мне поведал, что античит в Counter-Strike действительно поумнел и начал работать. По идее, чем больше игроков странно себя ведут в матчах, используя одинаковый чит-клиент, тем больше вероятность, что вак это заметит и начнет банить аккаунты. Ну как банить? Valve просто выдают красный трасс на аккаунты, помещая читеров в одну большую кастрюлю с другими читерами, где они играют только между собой, и на основе этих матчей обучается ИИ античит. Но в чем проблема сделать нормальный драйвер на античит? В том, что у какого-то школьника не поедет Counter-Strike на материнке, которая старше него. Да, это действительно очень грустно, что CS потенциально потеряет небольшой процент игроков. Благодаря доверию к игре она получит гораздо больше аудитории в перспективе. Как будто бы уже все современные игры постепенно приходят к драйверным античитам. Еще одна актуальная проблема CS2 — это маппул. Частично поводом для этого видео стало очередное странное решение от Valve, а именно замена Трейна на Анубис в соревновательном пуле. Почему именно Трейн? Ведь самая непопулярная карта за прошедший сезон это Overpass. Трейну просто не дали достаточно времени, всего год. Мы вернулись к ситуации, когда в маппуле 3 из 7 карт являются песчаными, что очень плохо сказывается на разнообразии. Лично я считаю, что нужно менять карты либо по принципу самого долгого нахождения в маппуле, либо голосованием. Идеально было бы в начале лета убирать карту через голосование, а в декабре убирать просто самую старую карту. Таким образом и мнение комьюнити будет услышано, и ни одна карта не задержится в маппуле на 12 лет. Чего можно ждать от Counter-Strike в 2026 году? Скорее всего, разработчики окончательно выведут кейсы из игры, заменив их на терминалы, дабы она не попала под регуляции и ограничения. Может быть, визуально обновят некоторые карты, как это было с Ancient. Может быть, добавят кэш, может вернут Cobblestone, но никаких значимых изменений на горизонте точно пока нет. По итогу, хочется ответить на поставленный в начале вопрос. Какая главная проблема Counter-Strike 2? Я считаю, что это все-таки отсутствие нового контента. Хотелось бы видеть свежие интересные идеи, но Counter-Strike уже давно является самым популярным шутером, у которого просто нет достойных конкурентов. Зачем что-то выпускать, если можно почивать на лаврах? Valve зашевелятся только тогда, как у CS2 появится достойный конкурент, который будет дышать в спину. Может быть и раньше, кто знает. Большое спасибо за просмотр данного видео. Я не уверен, что оно наберет хотя бы 500 просмотров после такого большого перерыва. Надеюсь, вы поддержите видео, если оно вам понравилось. Удачи!